Друзья, приветствую вас на канале Словения с Хельга Вайт. Продолжаем обсуждать с вами новости уходящей недели. Крупная немецкая торговая сеть Lidl начала продавать гамбургеры из насекомых. Они сделаны из соевой муки и измельченных высушенных личинок мучного червя. Насекомые считаются хорошей альтернативой мясу. Пока неизвестно, продается ли упомянутый продукт в филиалах Словении, но Lidl начал продавать его в Ирландии и Испании. В упаковке 2 бургера, которые стоят 2 евро 99 центов. На упаковке продукта указано, что продукт может вызывать аллергические реакции у покупателей, страдающих аллергией на моллюсков, клещей или ракообразных. В Европейском Союзе съедобные насекомые подпадают под определение новых продуктов питания. Европейская комиссия одобрила 4 вида насекомых для продажи на европейском рынке. В настоящее время рассматриваются 8 других видов насекомых для использования в пищевых продуктах. Я надеюсь, они не берут просроченную муку, в которой завелись черви, и готовят из нее какие-то гамбургеры. Просто интересно, откуда вообще берут этих насекомых и какие вообще 8 видов насекомых будут пущены в производство якобы мясных продуктов. Поделитесь своим мнением, что вы думаете об этом в комментариях. Пробовали ли вы в своей жизни насекомых? Возможно, вы бывали в азиатских странах и пробовали насекомых раньше. Я, например, никогда в жизни не пробовала насекомых и не хочу пробовать такие гамбургеры. Европа может в ближайшее время остаться без Фейсбука и Инстаграма, если передача персональных данных из Европейского Союза в США станет невозможной. Компания Meta, в которую также входят Facebook и Instagram, предупредила, что уйдет с европейского рынка, если не сможет отправлять данные о европейских пользователях в США. Я надеюсь, что это не произойдет. Мы очень привязаны к Фейсбуку и к Инстаграму. Но с другой стороны, я задаюсь вопросом, почему Евросоюз до сих пор не создал европейский аналог Инстаграма и Фейсбука, как, например, в России создали сеть ВКонтакте и Одноклассники. А Европа достаточно большая и могла бы создать свою сеть, которая бы была конкурентной Фейсбуку и Инстаграму. Власти Берлина разрешили женщинам купаться в бассейнах топлес. Решение было принято с целью борьбы дискриминации и обеспечения равенства полов. Теперь все жители и гости города могут свободно пользоваться бассейнами без ограничений по половому признаку. Такое решение власти города приняли после иска 33-летней местной жительницы, которой не разрешили плавать топлес. Она заявила, что в правилах бассейна не указаны какие-либо гендерные ограничения. Теперь новое постановление властей гласит, что купаться топлес могут женщины или люди с женской грудью. Я считаю это решение очень правильным. Почему мужчины могут ходить с голой грудью в бассейнах, а женщины нет? В чем разница? Например, я сама не хочу купаться с голой грудью, я и не купаюсь. Но тот, кто хочет купаться с голой грудью, я считаю, он имеет на это полное право. Я удивилась, кстати, в обсуждениях, что нашлись люди, которым до сих пор не нравится, когда женщина кормит младенца в общественном месте. Я считала, что такие люди уже вымерли как динозавры, как устаревший вид. Но оказывается, эти люди до сих пор есть, и они до сих пор возмущаются, и более того, они живут в свободной Европе. И мне просто было удивительно читать комментарии от женщин, которым, видите ли, не нравится смотреть на мать, которая кормит ребенка, которые обсуждают форму ее груди, как она выглядит и что она вызывает у них негативные эмоции. Я считаю, что это проблемы смотрящих. Кормящая мать имеет право кормить ребенка там, где она хочет, или там, где хочет ребенок есть. В Словении подвели итоги антинаграды Бодеча Нежа, названной по названию колючего растения. Эту награду дают за самое сексистское высказывание прошедшего года.
В этом году в конкурсе было много участников, и даже новая президентка страны, и председатель правительства, и другие известные политики. Но большинством голосов голосовать можно было, зайдя на сайт конкурса. Победила Симона Пайк, директор Вальдорфской школы. Эта школа очень известна в Любляне, она платная, туда отдают детей на учебу богатые родители. В своем интервью директор Вальдорфской школы заявила, что в их школе девочки не имеют права носить короткие юбки, красить волосы, ходить с макияжем, носить майки на тонких бретельках. И все это из-за того, что они мешают учиться мальчикам, что мальчики отвлекаются на них, и из-за этого они плохо учатся. Я считаю, что вот это вот сексистское высказывание просто неприемлемо в свободной европейской стране. Это мне сразу напомнило выражение, что сама виновата в изнасиловании, так как надела короткую юбку. Я считаю, что это просто верх ущемления прав женщин. В крайнем случае у этих девочек есть родители, и родители могут решать, в чем их дочери приходить на учебу. А если мальчика отвлекают девочки в коротких юбках, то, извините меня, это проблема мальчика. Помню, в моей школе в детстве тоже такой негласный запрет был на ношение коротких юбок. Но я всегда в школу носила короткие юбки, мама моя всегда это поощряла, и учителя абсолютно никак не могли повлиять на меня. Помню, что у нас в школе нельзя было носить золотые украшения, за это очень сильно ругали, отчитывали. Но, несмотря на это, я все это носила в своей школе еще в 90-е годы. И, конечно же, я бы не хотела, чтобы европейская страна превратилась в какую-либо пуританскую страну, где было бы очень много запретов. Друзья, на этом короткий выпуск новостей я заканчиваю. Не забывайте, пожалуйста, делиться своим мнением в комментариях, ставить лайки и подписываться на канал. Пока-пока, до новых встреч!